Друзья, сегодняшний обзор посвящен, пожалуй, топовой модели линейки Studio Edifier, модели R2730DB. Посмотрим содержимое упаковки. Внутри еще одна картонная коробка, та была транспортной, черновой, это якобы чистовая. Что мы здесь видим? Здесь мы видим инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, кабели сигнальные разъемами RCA, оптический кабель, пульт дистанционного управления и съемный сетевой кабель. Далее мы видим колонки, которые нам сегодня предлагается рассмотреть. Вот так выглядит колонка из упаковки. Посмотрим на них поближе. Итак, что пишет производитель о своей акустической системе? Модель R2730DB. Это 2.0 стереосистема, трехполосная, с 3 ампингом. На каждый динамик работает свой отдельно выделенный усилитель. Цифровая фильтрация сигнала на входе этих усилителей. Усилители сами цифровые, то есть усилители SHIM класса D, PWM по-английски, PWM. Имеет входы аналоговые, цифровые и Bluetooth, имеет пульт дистанционного управления, порт фазоинвертора выведен вперед и управление громкостью и тембрами сбоку. Это основные свойства этой модели. Точнее, она имеет мощность по высоким частотам 14 Вт на канал, по средним частотам тоже 14 Вт на канал и 40 Вт на каждый басовый динамик. Соотношение сигнал-шум более 85 дБ с фильтром А. Частотный диапазон 45-20 тысяч Гц при неравномерности плюс-минус 6 дБ. Чувствительность по входу 700 мВ, 500 соответственно по входам первому и второму и 350 мини-FFS по оптическому и коаксиальному входу. Динамики использованы 6,5 дюймов 178 мм, 4 дюйма 116 мм среднечастотный динамик и 19-мм шелковый купольный твиттер. Посмотрим на эту колонку живьем. Колонка закрывается декоративным грилем, который, как и в остальных моделях колонок, служит для защиты динамиков от механических повреждений, а также декоративные функции выполняет. Динамики высокочастотные 3/4 дюйма, среднечастотные 4 дюйма на резиновом подвесе мягеньком и мягкий с мягким ходом басовый динамик 6,5 дюймов. Порт фазоинвертора. На задней панели находятся аналоговые входы 1 и 2, оптический вход, коаксиальный вход, выключатель питания, кабель для подключения на пассивной колонке, разъем для подключения кабеля питания. Все. Сбоку активной колонки находится переключатель входов, совмещенный с регулятором громкости, нажатием на который переключается источник сигнала, выбранный, и его индикация соответствует цвету, то есть аналоговый это там красный и аналоговый это зеленый, оба аналоговых, голубой это Bluetooth, оранжевый коаксиальный и красный это оптические входы. Энкодер, многооборотный регулятор громкости здесь применен. И регуляторы тембра низких и высоких частот с фиксированной средней точкой.
Она сейчас делается почти во всех моделях. Я объясню, для чего это. Для того, чтобы пользователь мог легко вывести регуляторы тембра в линию, то есть в линейный тракт, без коррекции. Предлагаю заглянуть внутрь этой системы и посмотреть, как она устроена. Внутри колонки находится блок питания. Вот он, блок питания в специальном кожухе. Синтепоном прикрыт басовый динамик. Среднечастотный динамик помещен в специальный кожух. Круглый такой. В нем находится среднечастотный динамик. И пищалочка выше, мы ее отсюда не видим. Плата выглядит следующим образом. Вот модуль Bluetooth, кстати, на ней. Вот такая вот конструкция этой акустической системы внутри. Остановимся немного подробнее на устройстве этой колонки. Эта система имеет 3 полосы. Среднечастотный динамик разгружает басовый динамик по средним голосовым частотам, где к звучанию предъявляются дополнительные требования в плане его естественности, натуральности. Басовый динамик, загруженный мощными басами длинным ходом, не может воспроизвести среднечастотные звуки достаточно естественно. Поэтому для улучшения качества выхода два может быть. Либо удорожать низкочастотный динамик, мидбас, как мы его называем, либо ввести дополнительное звено, разделив функции. И вот в этом разделении функций вы видите реализацию этой системы, то есть отдельно звено низкочастотное, отдельно голосовое, назовем это так, звено, хотя это не совсем так, но тем не менее. И пищалочка для сибилянтов, для обертонов. Она еще и 3/4 дюйма, то есть не 1 дюйм, а 3/4, что меньше, чем большие однодюймовые пищалки, более тяжелая, это более легкая, работает более легко и непринужденно. Каждый из компонентов этой колонки сделан достаточно качественно. Вот, например, на экране вы видите динамик. Это басовый динамик, использованный в этой системе, точно рассчитанный под задачи этой акустической системы, под этот резонатор, под этот корпус. Его покрытие, количество этих волн, их высота, величина, расстояние между ними, а также вес подвижной системы диффузора тщательно рассчитаны на цифровом специализированном комплексе Клиппель. При этом тракт выглядит следующим образом. Аналоговый сигнал подается на переключатель-коммутатор входной. Далее поступает на PCM1808, это АЦП, аналого-цифровой преобразователь, который поступает на Digital Audio Signal Processing чип, то есть на процессор, который управляется в свою очередь Main Control чип, то есть устройством управления всей системой. С аудиопроцессора сигнал поступает на конечные усилители баса средних и высоких частот. Ну, здесь нарисован один квадратик, но на самом деле он двойной. Два раздельных усилителя. И с этих усилителей сигнал поступает на динамики. В то же время оптический или коаксиальный сигнал поступает на декодирующий преобразователь оптики или коаксиала в электрическую последовательность импульсов, которая также поступает на Digital Audio Signal Processing чип, откуда поступает на конечные усилители. То есть сигнал по оптике коаксиалу выглядит более коротким трактом, но на самом деле они приблизительно одинаковые. Все начинается, общий тракт у них начинается от Digital Audio Signal Processing. Далее усиление происходит одинаково для обоих систем. Ну, здесь показано как организованное питание, но это обычная, ничем не примечательная часть схемы. Цифровой сигнал усиливается следующим образом. Аналоговый сигнал поступает на вход некого модулятора, который модулируется специальным генератором. На выходе получается широтно-импульсно модулированный импульс, поступает на ключи
выполняющая функцию усилителя. И на выходе демодулируется на дросселе и конденсаторе в аналоговый сигнал прямо на динамике. Это смысл цифрового усилителя, или, как мы говорим, усилителя класса D. Схема устройства. Мы видим оконечные усилители класса D, TAS 5342A, две штуки. Один из них, они четырехканальные, один из них обслуживает басовые динамики. Он работает по мостовой схеме, два канала объединены в мост, на каждый канал по два. И здесь 4 усилителя работают на 2 midrange и 2 высокочастотных динамика. Ну вот аудиопроцессор TAS 5508, вот контроллер STM, который управляет работой всей схемы. Вот PCM 9211, входы аналоговые, цифровые, выход на сабвуфер, модуль Bluetooth BTM 8630. Импульсный блок питания нарисован схематически, но все напряжения питания стабилизированы, как во всех цифровых усилителях Edifier. Пару слов о режиме работы динамиков этой акустической системы. Басовые динамики работают в фазоинверторе, то есть в корпусе с отверстием строго нормированным. И настроен резонатор фазоинвертора на 50 Гц, здесь как мы видим. Среднечастотный динамик имеет резонанс на 200 Гц, а высокочастотные на 1,5 кГц. Вот мы видим средние и высокочастотные кривые импеданса этих динамиков. На самом деле колонка выполнена просто прекрасно. Каждый ее отдельно взятый элемент можно рассматривать, и трудно найти в нем какие-либо недостатки. Все сделано по высшему уровню. Вы видите, здесь есть АЧХ, которая тоже выглядит превосходно просто. Если все эти кривые объединить, получится очень ровная АЧХ, причем чуть ли не от 35 Гц при указанной на сайте неравномерности. Отдельно хотелось бы остановиться на выходе на сабвуфер, который заявлен в этой модели. Это новая интересная фича для колонок Edifier. Раньше они такого не делали. Если мы посмотрим, вот выход. И мы можем включить что-нибудь, подключить туда и увидеть, как она работает. Для этого я включу тестовый трек. Вы слышите работу системы без сабвуфера. Берем сабвуфер и включаем. Сейчас громкость достаточно большая, проще говоря, она глушит, в комнате трудно находиться при таком режиме. Думаю, легко понять, когда с сабом, когда без саба. Сейчас без саба. Сейчас с сабвуфером. Вот так работает эта вещь. Довольно полезным выход оказался, но для этого, конечно, нужно иметь сабвуфер. Какой использую сабвуфер я, но это не так важно. Я могу показать, какой я сабвуфер использую. Ну, в общем, если кому-то интересно. Это сабвуфер из мрамора. Хороший сабвуфер. Почему из мрамора? А из чего же еще ему быть? Он не излучает других звуков, кроме тех, которые на него подается. Но это не важно. Каждый человек может подключить к нему сабвуфер, которым он располагает. Не суть. Суть в том, что есть этот выход настроенный. И, кстати, сейчас мы снимем амплитудно-частотную характеристику для того, чтобы понимать, как он настроен.
Два вопроса нас интересуют. Режет ли он низкочастотный сигнал, подаваемый на сами колонки, и какую полосу частот выдает этот выход на сабвуфер. Если рассуждать по-бытовому, то ответ на первый вопрос можно просто проверить сейчас. Я выключил громкость на сабвуфере, который имеет регуляторы все необходимые, в частности я выключил его громкость. Сейчас включу музыку и подключу сабвуфер сюда. Если колонки настроены так, что обрезается низкочастотный канал колонок, то вы это сразу услышите. А ну-ка. Ладно, окей, давайте по-другому. Давайте я подам тестовый сигнал на него просто и все. Не музыкальный, в котором бас то есть, то нет, а конкретно там каких-нибудь 45 Гц, правильно? Мне, правда, пришлось перекоммутировать, убрать оптику, подключиться по аналогу в связи с тем, что эта программа плохо понимает оптический выход Realtek. Итак, подключаем просто колонки с линейными регуляторами уровней и тембров и включаем 45 Гц. Я надеюсь, вы слышите низкочастотный гул. Больше, меньше. Подключаю провод, включенный в рабочий сабвуфер, но с выкрученным в 0 уровнем громкости. На мой взгляд, ничего не изменяется. В частности, для проверки я могу включить сабвуфер, чтобы вы услышали разницу. Вот так это звучит с сабвуфером подключенным. Ну и второй вопрос. Осталось ответить на вопрос, какой диапазон частот выдается по этому уровню. Сейчас я произведу некоторую коммутацию и включимся вновь. Я подал на вход колонок сигнал с этой программы, подключенный к звуковой карте, а выход на сабвуфер подключил к входу звуковой карты для того, чтобы показать вам, какая АЧХ на выхода на сабвуфер в этой модели. Посмотрим. Вот такая вот картина. Я бы сказал, что сигнал начинает уменьшаться уже на 80-90 Гц. А на 100 Гц он уже имеет минус 3 дБ завал. Это в среднем положении регулятора тембра низких частот. Работает ли этот регулятор? Дайте-ка я добавлю тембр на максимум. Что будет? А теперь на минимум. А теперь сложим полученные кривые. Получилось так. То есть вот в среднем положении, оказывается, выход на сабвуфер имеет вот такие вот параметры. Мне почему-то казалось, что тут будет сигнал вплоть до 200, 300, 400 Гц, то есть так как басовый динамик настроен, но нет. Конструкторы Edifier распорядились этим более прагматично. Теперь к этому выходу можно подключать любой активный сабвуфер, фильтрация в нем уже произведена. Мы проверили работу оптического входа и аналоговых входов в этой акустической системе. Но она имеет еще и беспроводной интерфейс подключения Bluetooth. Предлагаю проверить и его. Рабочий вход выбирается посредством нажатия на кнопку регулятора громкости. Зеленый цвет светодиода индицирует о том, что это аналоговый источник сигнала. Вторая пара аналогового источника сигнала. Красный это оптический интерфейс. Оранжевый это коаксиальный интерфейс. И синий это Bluetooth. В качестве источника выберу свой телефон.
Включаем Bluetooth. Вот коннектится Edifier 2730. Подключен. Выбираем музыку. Ну, очевидно, что работает. Качество, ну, как вам сказать качество? На мой взгляд, весьма и весьма прилично. Особенно для фоновой музыки незатейливой. Вполне классно. Можно не заморачиваться с способом подключения, есть или нет необходимый кабель. То есть, если к вам пришел гость или вы оказались в ситуации, когда вам следует подключиться непонятно от чего. Очень удобно. Очень удобно этот интерфейс Bluetooth. Нельзя сказать, что он лишний. Хоть я сам люблю стационарные виды подключения, но в данном случае эта опция, на мой взгляд, очень полезна, именно юзабельна, именно полезна по-потребительски, по-простому. Предъявлять особые требования аудиофильские к этому способу подключения, может быть, и не стоит. Но у этой колонки есть другие способы подключения. Пожалуйста, подключайте и получайте полные все возможности этой системы таким образом. Хорошие колонки, большие, хорошие колонки. Они занимают на столе много места, но если вы хотите получить действительно звук, классный звук, еще и с сабвуфером, вы можете получить действительно концертный уровень громкости за рабочим столом. Не всегда у нас есть возможность расположиться в хорошо заглушенной комнате, подготовленной, и наслаждаться музыкой. Большую часть жизни мы все-таки проводим, занимаясь своим делом. Это дело мое, поэтому я его нахваливаю. Нахваливаю все акустические системы, каждая из них интересна по-своему. Это интересно сразу с нескольких точек зрения. На мой взгляд, это лучшая акустическая система от компании Edifier. Лучшая. На этом позвольте мне завершить обзор. Счастливо вам, ребята!